Привет! Сегодня я хотела бы рассказать вам про некоторые необычные режимы наложения слоев Крита. Если бы я хотела оставить какой-то кликбейтный заголовок, это было бы что-то вроде топ-5 самых необычных режимов, о которых вы не знали, но вот теперь узнаете. Ну, начнем. Первый режим — это Erase, стирание. Из его названия примерно понятно, что он делает. Группируем наши слои для начала. Добавляем новый слой. Erase обычно есть в Favorite, но если его там нет, мы заходим в Mix, находим Erase. Здесь галочки, если мы хотим добавлять режим в наши избранные режимы наложения. Выбираем. И теперь мы имеем возможность что-то стирать, но обратимо. То есть мы не потеряем то, что мы стерли, мы всегда можем отменить то, что мы сделали. То есть такие обратимые изменения. Если вы опасаетесь, что что-то, что вы стерли, потом вам вдруг может понадобиться. Такая же логика есть у маски прозрачности, которая есть что в Photoshop, что в Krita. Я про нее упоминала в другом видео. Если кратенько, то добавляем Transparency Mask. Но здесь у нас взаимодействие с тонами белого и черного. То есть белое — это полностью непрозрачность, а черное — это стирание того, что нарисовано. Мне куда больше нравится режим Erase. Ему все равно, каким цветом мы стираем. Он воспринимает прозрачность как прозрачность нашей кисточки. Если мы назначим 50%, то стирать будем на 50%. Вот. Также мне этот слой нравится, потому что он может взаимодействовать в иерархии слоев, то есть все, над чем он лежит, он стирает, но при этом можно добавлять слои поверх, и тогда он их стирать не будет. Тогда как с маской прозрачности приходится группировать слои еще больше. Вот так. Далее поговорим о режиме наложения, называется Copy. Довольно любопытный режим. Механически он используется программой для создания фильтра слоев. Я также упоминала о нем в другом своем видео про слои и маски. Можете посмотреть. Это его механическое назначение, которым художник как бы пользуется опосредованно. Мы же поговорим о другом применении. Применять его можно как при правках нашего лайнарта, так и при работе с покадровой анимацией. Начнем. Вот наш лайнарт. Я могу его продублировать комбинацией Ctrl-J. И теперь я могу изменять мой лайнарт. Например, мне не нравится расположение глазика у персонажа. Я думаю, как сделать это лучше, но при этом не потерять то, как у меня было это до этого. Я сдвигаю, и мы видим вот такую ситуацию. Нам мешает наш слой позади, нужно его выключать. Но мы выбираем режим Copy. Его можно найти в разделе Misc. Вот он. И теперь все, что лежит под нашим слоем в этой группе, оно невидимо. Вот, например, мы можем создать заполняющий слой. Но если мы нажмем Copy, он отменит все, что лежит под ним. То есть мы видим в этой группе только верхний слой с режимом Copy. И таким образом мы вносим различные изменения в наш слой с возможностью потом сравнить до и после. То есть я внесу некоторые косметические изменения, то есть просто для демонстрации. Начнем. Теперь мы можем переключиться над нашим прошлым слоем, сравнить внесенные изменения, понять, что стоило, что улучшилось, а что ухудшилось. И мы не потеряли то, что у нас было до этого, и имеем очень быструю возможность сравнить. Тогда как в противном случае, если бы у нас не было этого режима, нам бы пришлось делать изоляцию слоя или включать и выключать слои, что довольно рутинно и тратит больше времени. Вот такое применение здесь.
Далее, как это можно использовать в покадровой анимации? У меня как-то раз стояла задача нарисовать для анимации дверь в 4 ее фазах. И как мы видим, вот эти мои 4 двери стоят в режиме наложения копи, потому что иначе переключаться было бы куда менее удобно. То есть если мы вернем их всех в нормал, то куда сложнее оценить, как будет выглядеть наша фазовка, наша анимация. А так мы можем очень быстро переключаться, оценивать, хорошо ли выглядит наша фазовка, что стоит изменить, где явные ошибки, которые надо поправить. То есть для какой-то такой вот подготовки к анимации, отрисовки кадров это очень полезный режим наложения. И это тоже одно из его применений. Следующий режим наложения – Copy Red, Green, Blue. Это 3 режима, но буду говорить о нем как об одном. Если вы имели дело с фотошопом или, в принципе, с графическими редакторами, где есть понятие цветовых каналов, понимаете, что такое RGB, то вам по названию может быть понятно. Но я быстренько скажу, что наше изображение – это пересечение цветовых лучей разной насыщенности, окрашенности. RGB – это 3 цвета, из которых получается наша картинка. И наша картинка состоит из 3 каналов – красного, зеленого и синего. И в фотошопе можно манипулировать с каналами, а у нас перевести нашу картинку в отдельный цветовой канал, например, Copy Red. То есть мы получили наш слой, и получается вот такой интересный эффект. Он довольно часто используется в финализации изображений, когда хочется добиться такого подчеркивающего края эффекта. Он довольно популярен, то есть это не какое-то новаторство, но выглядит довольно любопытно и забавно. Вы можете его применять таким образом, чтобы как-то получить любопытный эффект. То есть стоит сдвигать на небольшое количество пикселей, чтобы получать совсем маленькое влияние на вашу картинку, либо можно в каких-то ситуациях прям очень. Так, если этого требует художественный какой-то прием, какая-то ваша идея. Это Copy Red, он мне нравится больше всего. Есть также Copy Green, Copy Blue. То есть вот так это работает. Следующий режим наложения слоя – Luminosity Shine Sai. По названию можно предположить, что речь о заимствовании режима наложения из программы Sai. И мы говорим о рисовании светяшек, спецэффектов, усилении яркости. То есть этим режимом очень удобно рисовать все, что ярко светится. То есть подчеркивать какое-то свечение. Вот я немножечко добавлю. Это очень сильный режим наложения. То есть пользоваться им надо так умеренно. Мы убавляем нашу прозрачность, чтобы он не оказывал прям сильного влияния. По сравнению с другими режимами наложения, он дает куда более сильную окрашенность нашего цвета и яркость, потому что если мы будем пользоваться другими режимами, которые тоже влияют на свечение, например, Screen, мы получим довольно бледный цвет, куда менее красивый. Также можем пытаться через Color Dodge, он дает вовсе вот такой эффект. Hard Light дает очень ярко окрашенный, довольно темный цвет. Есть еще Linear Light, он тоже дает окраску. То есть мы, конечно, можем сделать вот так, но Luminosity дает именно очень классное свечение, очень такое прям спецэффекты. Ими очень здорово рисовать какую-нибудь магию.
К слову, где вы можете найти Luminosity Shine Sai? По его назначению понятно, что он делает светлее, а значит заходим в Lighten. И тут находим этот слой. Далее, похожий слой, у него интересный эффект. Это режим наложения Luminosity. Это уже не про спецэффекты. Его можно найти в разделе. Вот здесь его можно найти. И, по сути, сейчас мы все залили средним цветом, то есть он делает все, что под ним, одинаковое по светлоте. То есть мы залили все очень светлым, и все стало очень светлым. То есть он выравнивает тон. Это может быть полезно в некоторых ситуациях, когда вам нужно, например, ваш задний план очень яркий. Очень по тону, он дробится, там много темных пятен, очень много светлых пятен, он сильно оттягивает на себя внимание, и вы можете просто обнулить его, сделать его ровным по тону, убавить ему прозрачность, и в итоге наш фон станет меньше отвлекать на себя внимание. Мне очень нравится этот режим тем, что он дает посмотреть на то, как распределяются цвета в нашей картинке. То есть можно понять, где у нас цвета более насыщенные, где менее, то есть подумать над этим аспектом нашего изображения. То есть прям прямого назначения у него нету, но вы можете придумать его сами или получать какие-то интересные эффекты, накладывая его в отдельных частях своего изображения. И еще один довольно любопытный режим наложения. Я объясню его на пустом слое. Многие из нас любят рисовать полупрозрачными кистями, но не любят сталкиваться вот с такими последствиями, а именно, когда прозрачность пересекается, получается вот эта некрасивая полосатость. Как этого можно избежать? Мы берем для демонстрации 50%, переходим в режимы нашей кисточки, ищем слой, называется Greater. Его в фаворитах по умолчанию нету, его можно найти в разделе Mix, вот он. И теперь у нас 50% прозрачность, но мы получаем так, что наша прозрачность не пересекается. Мы можем немножечко повысить ее, и тогда мы начнем немного перекрывать. Но при одинаковой прозрачности мы получаем ситуацию, что одно не перекрывает другое. То есть это довольно любопытный эффект. Его можно использовать в разных кистях по-разному. То есть в каких-то ситуациях он дает вот такие интересные эффекты от взаимодействия прозрачного и непрозрачного. Забыла, собственно, упомянуть, как вообще работает этот режим. Он сравнивает прозрачность пикселей под ним и прозрачность пикселей на кисточке. То есть если у нас пиксели на холсте более прозрачные, то мы будем рисовать поверх. Но если они уже что-то нарисовано, то мы не сможем это перекрыть. Нам нужно повышать нашу непрозрачность. То есть довольно необычный режим. Прям прямого назначения у него нет, но для экспериментов можно им воспользоваться. И бонусом я расскажу про довольно абстрактные режимы необычные. Они дают занятные эффекты. Речь пойдет про слои, которые находятся в разделе Binary. Там используется перевод нашей вот этой математики слоев в бинарную систему исчисления. И в итоге получается что-то забавное. Вот у нас два градиента. Мы выбираем какой-нибудь такой режим. И при пересечении наших градиентов получаем такую необычную вещь. То есть это все еще
градиенты, но они дают вот такую необычную абстракцию. То есть тут разные режимы. Также можно попробовать, например, их окрасить. И получается что-то совсем непредсказуемое. Все это основано на вот этой бинарной системе исчисления. Вот. Опять-таки, прямого назначения я не расскажу, но вы всегда открыты к экспериментам. Надеюсь, что-то из этого вам было интересно, будет полезно. А на сегодня все. До новых встреч!